Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала «Точка кипения». Я ведущий, журналист и историк Ильмар Гусейнов. И сегодня у нас наш традиционный гость Максим Шевченко. Даже не буду представлять его. Политолог, политик, общественный деятель, мыслитель, философ. Всего понемножку и всего очень много. И всегда с удовольствием мы смотрим. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Сегодня, Максим, я тебе сформулирую тему, может быть, неожиданную, но которая, по-моему, вечная будет в общественном мнении, в интеллектуальной сфере, информационном пространстве России. Русская революция или русские революции и русские революционеры. Вот что такое русский революционер, по-твоему? Скажем, я не знаю, в начале 20 века. Эсеры, они какие русские революционеры? Эсеры самые настоящие русские революционеры, которые, как говорится, считай, со стопроцентной печатью качества русской революционности. Потому что эсеры... Было, как известно, два революционных направления в русском движении. Одно было народническое, которое говорило, что развитие капитализма и укрупнение государственного производства, монополизация, которая, по мнению марксистов, должно приводить к появлению рабочего класса, который якобы является авангардом социалистического наступления на будущее, не обязательно. Так полагали народники. Народники полагали, что народ, русский народ в частности, другие народы, уже обладает, особенно русский, естественными формами самоорганизации в виде общины, которая, безусловно, разлагается при наступлении капитализма, под ударом капитализма, но в целом все равно формирует самосознание. И что при формировании образа будущего надо опираться на реальность, на национальное самосознание, на язык, на традиции, безусловно, их меняя их к лучшему совершенствованию, уходя от царства тьмы, некого такого, толстовском понимании, к царству света, добра, справедливости, общественного альтруизма. Но в целом эсеры были максимально далеки от какой-то идеализации экономизма, индустриализации или капитализма, который, естественно, был и остается главным фетишем марксистов и социал-демократов, которые считают, что вслед за развитием производительных сил меняются и общественные отношения. Эсеры говорили, нет, общественные отношения меняются сами по себе, а производительные силы меняются сами по себе. Конечно, это коррелируемые вещи. И, собственно, эти две партии русской революции, социал-демократы в лице своей наиболее радикальной фракции большевиков, и эсеры составили главные силы гражданской войны. Главные силы гражданской войны началась не как конфликт между белыми генералами и красными. Она началась как конфликт между большинством учредительного собрания, которые составляли партию социалистов-революционеров, эсеров, которые перебрались в Самару, где выпустили манифест об организации Коммуча, комитета учредительного собрания. Это были избранные всей страной депутаты, большинство из которых были эсеры, частично меньшевики, представители других буржуазных партий, которые имели меньшинство. И большевиками, которые в этот момент были в союзе с левыми эсерами и анархистами. Как раз белое движение, как ни парадоксально, в гражданской войне выступало самым антинациональным движением, потому что именно белое движение сразу же выдвинуло лозунг, Колчак, Деникин. Колчак же произвел переворот и фактически отстранил от власти учредительное собрание и партию эсеров, которая занимала большинство. И мало кто знает, что Колчак был расстрелян не большевиками, а именно эсерами. Да, они ему не простили. Как не простили, он был диктатор и просто совершил военный переворот. Он же тогда расстрелял часть этих депутатов. Кого-то расстрелял, военный переворот совершил. А как раз, может, большевики хотели бы его взять живьем, целиком и, в общем, привезти в Москву, а не быстро судить в Иркутске, а потом вывести на лед,
Енисея. Ангары, точнее, извиняюсь. Значит, белые как раз заявили о своей верности Антанте, о продолжении империалистической войны, о том, что, значит, они являются частью мировой системы. Ну, там тоже среди белых был раскол. Краснов, казачьи войска сразу стали союзниками Германии. И казачий Дон и Кубань во многом вооружались немцами и австро-венгерскими оккупантами. В 18. В 18 году, да. И потом, после разгрома Германии, после поражения Германии, ноябрьской капитуляции, Краснов крайне неохотно был вынужден пойти на сотрудничество с Деникиным, который тогда заявил, как бы монополизировав порты Черного моря, через которые поступали потоки англо-французского вооружения, одежды и так далее, которые как бы теперь были не нужны в войне с Германией. Это все направлялось на взаимное уничтожение русского народа и других народов нашей страны. И Краснов крайне неохотно тогда пошел под контроль Деникина, потому что как бы у Деникина были источники вооружения. То, что сейчас с Украиной происходит, да, вот считай, Деникин тогда исполнял такую же роль, потому что точно так же белое движение без помощи тогдашнего НАТО, тогдашней Антанты не могло бы существовать. Фактически белое движение, по крайней мере, юга России, а во многом и Сибири, в Сибири были огромные склады вооружения, которые Колчак так и не смог реализовать, потому что не смог создать просто политическую систему управления на подвластной ему огромной территории, от Вятки до Находки, понимаешь? Он как бы там занимался другими вопросами, и любая идеализация Колчака – это идеализация просто крайне неэффективного, крайне сварливого, жестокого, наделенного при этом чертами психопатического романтика, политика в погонах. Вот скажи. А Деникин другое дело. Он сразу заявил о том, что он продолжает дело русской армии, которая была частью Антанты. И после окончания Первой мировой войны он именно воевал. Вот этот лозунг, что большевики агенты немцев, он был нужен для того, чтобы оправдать перед народами Франции и Британии, ну, Британской империи, Британии там, и США поставки. США, кстати, ничего Деникину не поставляли, между прочим. Да, там США вообще по-другому к этому французов. относились. Особенно французы, которые, и англичане, которые, естественно, им принадлежал Донбасс до революции, англичанам. Донбасс это был акционерное общество Новороссия, которым там лорд Бальфур имел ключевой пакет контрольный. В 16 году они торговались, чтобы продать это французам. И поэтому считают, что англичане-французы просто защищали свои инвестиции с помощью Белой армии. А все эти разговоры, они были именно для того нужны, чтобы там это продавалось избирателю, что мы поддерживаем гражданскую войну в России, поставляем вооружение Деникину, вооруженным силам Юга России, потому что большевики это немецкие агенты, а Германия вот враг сейчас разгромлен, но все равно. Потом это когда Германия не стала, стали большевики скифами, варварами, гунами. Я не говорю, что они такими не были, может они и были такими. Но видишь, Блоку-то это нравилось, да, скифам и да, азиаты мы. И все такое прочее. Вот, собственно говоря, и про эсеров тогда уже никто не вспоминал. Но в начале эсеры были ключевой силой, потом такой же ключевой, и большевики расправились с ними. Потом они также расправились с анархистами, которые были тоже ключевой силой русской революции. 3 было силы в русской революции. Эсеры, я сначала сказал 2, я ошибся. Эсеры, анархисты, даже анархокоммунисты, последователи Кропоткина, великого философа и мыслителя, и революционера русского. И, значит, радикальные марксисты, последователи Ульянова, Ленина и так далее. И меньшевики, последователи Плеханова, тоже были, но они вот группировались именно там, в Самаре, в рамках Камуча в основном. Потому что, конечно, белые генералы уже не принимали никаких социалистов. Да, собственно говоря, их задачи такой не было. Идеализация белого движения – это просто идеализация союза с Антантой, то есть современным НАТО. Современную функцию белого движения играет современный Киев. Скажи, который получает точно так же, как Деникин получал англо-французскую помощь, точно так же Зеленский, который замещает собой Деникина, получает точно так же англо-французскую помощь военную для борьбы, скажем так, с континентальной Россией, для захвата полезных, значит, ресурсов, присвоения себе ресурсов вот этой вот огромной Евразии. Смыслы
войны и интервенции не меняются. На окраинах возникает значит, анклав, который объявляет тех, кто сидит в Москве, там, злодеями, может, они таковыми и являются в каких-то своих делах, а кто не злодей в политике и в гражданской войне, ангелов нету. А они как бы объявляются партнерами прогрессивного западного мира. Деникин был партнером со всей его контрразведкой, с погромами, в общем, ну, Антон Иванович Деникин сам был человек незаурядный, безусловно. Я не хочу его примитивизировать. И кто не читал его очерки русской смуты и записки офицера, там, книга, ну, да. это, ну, она не, ну да, она очень хорошо написана, во-первых. Это очень интересный, глубокий Я взгляд. по фактам приведен. И сам по себе он был человек незаурядный, прошедший путь от сына крепостного, фактически, крестьянина, солдата, выбившегося в офицер, значит, до генералов, командующего железной бригадой Деникинской, там, знаменитой. Ну, в общем, пожалуйста. Пусть это неприятно будет слышать многим в современной России, но Зеленский это аналог Деникина. Потому что точно такая же помощь в точно такой же борьбе с центральной континентальной государством, тогда большевистской России, сегодня путинской России, ведется точно в тех же самых примерно местах на юге при помощи тех же самых стран Антанты или сегодня НАТО, англо-французских. Ну да, Гуляй-Поле сейчас находится практически. Гуляй-Поле не на линии существует. боев. Вот именно это и послужило тогда решительным моментом поражения белых армий, я считаю. Не мощь Красной Армии, которую белые на самом деле громили и били, потому что были лучше подготовлены, лучше организованы, численность не имеет значения. А именно появление на фланге и в тылу белых армий повстанческого движения, самодостаточного, собственной идеологии, анархо-коммунистической идеологии, которая опиралась на народные общины, на федералистские общины, махновское движение. Это не главный фактор поражения белых. Главный фактор это то, что в какой-то момент Антанта перестала верить в их победу, и Красная Армия смогла как бы перестроить свои ряды. Но в тот момент, когда Красная Армия, извиняюсь, отступала или сдавалась в плен белым, в летом 19 года, именно махновцы сыграли ключевую роль, нанеся удар в тыл белым. И махновцы это были никакие не партизаны, это была самодостаточная сила гражданской войны, которая потом была жестоко в 1921 году уничтожена большевистским правительством, и тем самым как бы полемика большевиков со своими политическими союзниками, оппонентами, социалистами, народниками и анархистами была закончена просто в застенках ЧК. Максим, ну... Если бы сегодня было там на Украине махновское движение, я тебя уверяю, что все по-другому бы складывалось тогда. В том числе для Украины. Я имею в виду не повторение социальной ситуации, я в это не верю, исторической. Я имею в виду... Социальная ситуация не повторяется, но социально-культурная ситуация всегда повторяется. Максим, всегда очень интересно, потому что твои идеи, они порождают множество новых вопросов, которые хотелось бы обсудить. Вот в частности, смотри, ведь перед революцией те же эсеры, боевая партия, есть боевой отряд, есть огромное массовое движение, множество организаций, умение работать с людьми, потому что кооперацией они занимались, кооперация дореволюционная в значительной степени была плодом работы эсеров. И вот происходит революция. Большевики сумели создать жесткое, централизованное, я не скажу правительство и государство, но правительство и режим, и выиграть гражданскую войну и со своими оппонентами в социалистическом лагере, и с теми, кого мы называем белыми, то есть оппонентами, ну скажем так, из буржуазного там лагеря. Да? А эсеры этого не смогли. Это очень легко объяснить. Интересно. Да и в политической доктрине марксизма, не Ленина, а именно Маркса и Энгельса, централизованное государство, которое должно обеспечить потом счастье пролетариату, является ключевым тезисом. Просто марксизма вне централизации экономики и государства фабрики не существует. Потом, уже после, там, в 20 веке и Сартер, и всякие там другие марксисты пытались вот это вот решить вопрос, а можно ли без этого как-то обойтись. Но вне идеи государства, которое в своих руках несет ключи от царства
счастья и свободы, что является просто парадоксом и оксюмороном. Потому что государство само по себе является узурпатором свободы, а не носителем свободы. Оно может быть в меньшей степени, как там в либеральных демократиях просвещенных, или в большей степени, да, как в Северной Корее какой-нибудь. Но государство всегда узурпирует человеческую свободу. Это как бы аксиоматическая вещь. Поэтому сама идея единой централизованной организации была заложена в большевизме изначально, в марксизме. У народников, от которых шли эсеры, совсем другая. У них была идея федерализации, федералистских общин. Поэтому везде на территории, где они были, возникали все эти республики. Уральская там республика, какая-нибудь маленькое село объявляет себя республикой. Все смеются, современные люди не понимают, ха-ха-ха, вот какие дебилы там живут. Нет, там жили прекрасные люди, только они были не большевиками, марксистами, а социалистами-революционерами, которые не верили, что государство с правительством, сидящим в Москве, может обеспечить поступательное движение к свободе и справедливости. Они читали Бакунина, который задал вопрос Марксу, в ответ на который Маркс стал Бакунина оскорблять, обзывать разными словами и оболгал Бакунина, просто назвав его там стукачом и, значит, агентом охранки, приписал Бакунину все эти нечаевские, значит, преступления ужасные, которые не имели к Бакунину отношения, хотя он был знаком с Нечаевым, естественно. Вопрос Бакунина был прост. Ну хорошо, у вас диктатура осуществляется. А кто будет диктатуру-то руководить? Что, с каким-то образом вдруг пролетариат сразу будет в диктатуре, в любой диктатуре есть руководящий слой и есть подчиненный. У вас же получится так, что руководящий слой перестанет быть пролетариатом, а станет партийными работниками. И мы знаем, что руководящий слой проделал путь от Ленина до Зюганова, условно говоря. Ну, Зюганов не руководящий, хотя глава фракции, там, понимаете. Хорошо, от Ленина до Путина, который сказал не так давно, где-то там несколько лет назад, что он партбилет хранит в сейфе. Тут тоже коммунист Путин, коммунист Ленин, коммунист Путин. Вот они проделали путь руководящий. Пролетариат стал свободный, что ли, при СССР? Конечно, нет. Пролетариат был загнан в работу на государство, которое было объявлено, что вот сейчас вот еще немного и на Марсе будут яблони цвести, вот еще подождите, вот еще чуть-чуть, и все это привело к 1991 году. Что я считаю лично логичным следствием марксистской доктрины. Никакое государство не может обеспечить само по себе контроль народом за действиями мировоззрения. Только в рамках либерально-буржуазной модели, но тогда какое-то отношение имеет к социализму. Да и в рамках либерально-буржуазной модели власть принадлежит буржуазии. То есть тем, кто имеет деньги, составляет средний класс и так далее, а вовсе не массам так называемых трудящихся. У эсеров была совсем другая концепция, федералистская, когда во многом исходившая к бакунинской, значит, когда и прудоновской, когда какие-то федералистские общины, привязанные к местности, территории, там какой-нибудь республика, там, не знаю, где-то там, вот создают республику, которая потом с другой республикой, с третьей республикой объединяется в огромную Российскую Федерацию, реально Российскую Федерацию, которая может состоять из огромного количества маленьких республик, которые руководствуются там каким-то единым конституцией, еще там чем-то. Это тоже государство. Но это государство, в котором осуществляются принципы прямой демократии, а не демократического централизма, как это в большевистском концепте и то, чему наследовало современное российское государство. Что мы видим, что демократический централизм при устранении политической партии, которая как бы микшировала власть элиты, приводит просто к диктатуре олигархии и бюрократии. Вот отними от Советского Союза коммунизм, получится Российская Федерация. А как ты считаешь, шанс у эсеров, у анархистов построить альтернативное социалистическое Был, конечно. Был, но у них была определенная доля наивности. Эта доля наивности... Они бы белых победить смогли в гражданской войне? Ну, они во многом Колчака победили... В одиночку никто не мог бы победить. Большевики белых тоже в одиночку не победили. Да, анархисты им сильно помогли. Анархисты и эсеры тоже, потому что особенно в Сибири эсеры вынуждены были забывать обиды и учительные собрания
и, собственно, вступать в союзы локальные с большевиками. Мой прадед тому пример. Он был левым эсером, например. В Сибири вообще большевиков практически не было. Да, Дальневосточная Они республика, имели там, которая- да, они имели минимальное значение. Мой прадед был забайкальским казаком. Там были или семеновцы. Кстати, Семенов может считать правым эсером во многом. Это, конечно, допущение, но, в общем, вот так вот. Крайне правым, на грани фашизма практически. Да, его жестокость, она не Ну, совсем... жестокость, не, слушай, ну что нам жестокость проявляли все. Я оговариваюсь для наших зрителей, у которых Жестокость по школьному проявляли учебнику все. написано. Жестокость проявляли Семенов, красные, зверь, белые, выродок и красные, так белые, далее. черные. Рвы с расстрелянными валялись по всем фронтам у всех. И ЧК, и контрразведка, и Махновская контрразведка. И все проявляли в гражданскую войну, жизнь человеческая вообще ничего не стоит. Сейчас мы имеем в виду Семенова по его взглядам, манере Взгляды действовать. Семенова, мы ничего не знаем про Семенова. Про действия его. Да, мы тоже ничего не знаем. Мы знаем только через большевистскую Или пропаганду. про тех, кто вставал вместе с ним под знаменем. Слушай, Семенов, вот то, что я знаю про него, Угу. был человеком незаурядным. Например, он хорошо знал языки местных народов, выучил их там. Значит, китайский, манжурский, причем это еще до революции было. Это была такая тенденция, образованные люди, особенно из числа военных там, значит, на Дальнем, в Сибири. Грамотный Востоке, офицер был. они как бы исследовали эти огромные территории до Тибета, да. Унгерн, Семенов, это были очень неординарные люди, которые очень глубоко погружались в пространство Разведкой изучения занимались культуры, для в том империи. числе. Но помимо разведки они были учеными. Или Арсеньев, допустим, там, да, который Дерсу Узала знаменитый, значит, его проводник воспетый им УДГ. Поэтому реальный Семенов это глубокий, глубоко знающий, понимающий менталитет местных народов и казачества человек. И, кстати, интересно, что местные народы очень к нему тянулись. Именно в национальной политике, кстати, у него и у многих были совсем иные взгляды. Большевики же многие полагали, что местные народы, как и русский народ, это просто не дозревшие до социализма отсталые такие персонажи. Крестьяне это носители, естественно, капитализма, это просто ленинская форма. Поэтому крестьян, значит, надо, как говорится, научить социализму, то есть научить быть рабочими. А если он сопротивляется крестьянину, ну что ж, как говорится. Значит, сам выбрал свой путь. Ну, да. И, как говорится, вот тебе обрыв, вот тебе последний, как говорится, взгляд на солнце. Вернемся туда, Yeah. к ним. Вот и эсеры, потом он вступил уже в 20-е годы, мой прадед вступил в партию большевиков. До этого он был левым эсером, одним из командиров партизанских отрядов, там, как и другие его родственники Намаконовы, знаменитая фамилия. Большевики, естественно, в истории советской они не упоминались как левые эсеры, они упоминались только как вот большевики. Так как это было туда далеко, на восток, они там как бы Сталин адекватно понимал многие вещи. Но не об этом речь. Короче, у большевиков была совершенно другая концепция. Федерации свободно объединяющихся людей, которые опираются на местные принципы. У эсеров. Да, у эсеров, извиняюсь, объединяются. Естественно, во время гражданской войны это более проигрышная концепция. Ну да. Потому что те, кто может согнать огромную там, 2-миллионную армию, с помощью еще расстрелов и чекистов и все такое, естественно, справиться поодиночке со всеми этими республиками. Гуляй-Польская или то республика, или какая-нибудь Южно-Уральская республика, или какая-нибудь Идиль, а там Алайская республика. Это вот все эсеровские. Вот все эти республики, огромное количество разных республик, это все реальные эсеровские концепции, которые, как бы, если бы было мирное время, эти огромное количество республик, которые выполняют там районы или округа, соединились бы в федерацию, заключили бы некую конституцию в неком идеальном пространстве. Да? И вот тебе была бы реальная Российская Федерация, которая власть бы шла снизу от реального народовластия. Потому что какое у большевиков, что ли, народовластие было? Это была власть одной партии, которая потом в 1936 году добавила, лично Сталин за это еще боролся, значит, что это союз коммунистов и беспартийных. То есть не коммунистов и других социалистов. Другие социалисты в это время готовились к уничтожению в лагерях. Там, как Мария Спиридонова, выдающийся русский революционер, которую расстреляли там, в 1939-1940 году. Понимаешь? Которые, значит, пытали, мучили, насиловали царские жандармы, и потом чекисты тоже ее, значит, расстреляли. То есть,
коммунисты и, значит, беспартийные. А кто такие беспартийные по Конституции? Это те, кто, не дай бог, не ассоциирует себя ни с какой другой партией. Если ты не ассоциируешь себя с ВКПБ или с КПСС потом, да, то с какой еще другой партией ты можешь себя ассоциировать? Ни с какой. На вопрос, вы каких взглядов? Я беспартийный. А взгляды-то у вас какие? Да никакие, я беспартийный просто, меня вообще это дело не интересует. Вот союз вот этих вот ребят, которых ничего не интересует, которые не имеют никаких взглядов политических, ни марксисты, ни народники, ни анархисты, там, понимаешь, ни меньшевики, потому что это все расстрел. Это все просто расстрел или каторга пожизненная. А просто я вот там Борис Пастернак, понимаете, там пишу там любить иных тяжелый крест, а ты прекрасно без извилин. Понимаешь? И ничем таким не интересуюсь. Ну ладно, тогда живи, вот тебе дом в Переделкино. Вот так это все было. Вот такая жестокая история 20 века. Эсеры, реальные эсеры, не вот эти клоуны, которые сейчас там, понимаете, а как бы реальные, в которой была программа федерализм, опора на народ, любовь к народу, понимание народной культуры, которые считали, не отрицали совершенно развитие капитализма, просто не апологетизировали его как большевики, не только капитализма, но и индустриализации, которые полагали, как и многие философы правильные, разумные, полагали и полагают, что индустриализация не формирует нового человека, а уничтожает старого человека, не формируя при этом нового зачастую, превращая человека, который имеет связь с землей и с культурой, в городского люмпина, в паупера просто, фактически такого, который как бы не имеет ни связи ни с чем, кроме своих желаний, эмоций и потребления. И который зависит от зарплаты, которую мы 2 раза в месяц выкидывают. И завезли ли в магазин, там, не знаю, продукты, или не завезли ему нужные. Вот в чем проблема. Поэтому партия эсеров, да, это безусловно великий опыт русского революционного движения. Это утопия, которая потерпела поражение в гражданской войне с большевиками, которые, безусловно, в силу своей доктрины были гораздо лучше организованы, гораздо более жестоко организованы, которые к народу относились как к функции от идеи. А в этом была слабость эсеров. Эсеры относились к народу как к реальности, а к идее как к некому возможному дополнению, которые можно применить к народу. Ну, такой гуманизм, естественно, проигрывает в столкновении с чекистами. Ты будешь смеяться, сейчас я свои 5 копеек со стороны положу. В свое время, работая журналистом, я дважды встречался и брал интервью у Ле Пена. Тогда он был реальным руководителем своей партии, был у него дома. И перед тем, как первый раз к нему приехать, я ознакомился с программой Национального фронта. Это была такая книжка из 1000 вопросов и ответов. Это была их программа. Очень интересно. Я уже накануне этой встречи поменял немножко к нему отношение. Не то, что я стал лучше к нему относиться, но я понял, что он серьезнее и глубже явление, чем просто антисемист, погромщик и ксенофоб. Он вообще никакой не антисемит. Я тебе говорю о том, чем он представал для журналиста на страницах Ну, это либеральная печати. Просто пропаганда и все. Совершенно верно, да. Там есть, у него зубы иногда лезли. Но самое интересное было в этой программе, что вдруг я увидел программу народника. Он считал, что главное... Ну, правого только народника. Ну вот, знаешь как, там 90% было не национальная политика, Да. а социальная и экономическая политика. Ну, там Франции. федерализм у Ле Пена. Ну, просто федерализм. Значит, 80% Давай так. бюджета Франции на местах. Касательно Франции, это называется программа правопрудонизма. То есть он, опираясь на французское политическое философское наследие, Людям еще объяснять, что Прудон является фундаментальным мыслителем политической истории, в первую очередь Франции, потому что он был французом, естественно, потом уже всего остального мира, но для Франции Прудон это как бы неотменяемая величина, абсолютно. Поэтому естественно, что именно федерализм, коммунитаризм такой даже, да, вот опора на места, но это такое прудоновское идея. Да, опора на места, 80% бюджетов в распоряжении региональных властей и муниципалитетов, максимальное развитие, не закрытие в интересах производительности и самоокупаемости, а максимальная поддержка местных ремесленных производств, традиций, небольших предприятий, которые дают работу на местах. Да? И максимальный выход из тех структур, которые требуют от Франции
принести часть благополучия своего народа в интересах глобальной производительности. Он был антиглобалистом и остался. Поэтому выход оттуда, ни в коем случае не уничтожение, а укрепление франка французского, это была программа, я для себя тут очень назвал важно, то есть, французского народника или народного дело социалиста. в том, что есть очень четкое отличие социализма левого или правого. Правый социализм — это фашизм. А социализм есть государственнический и федералистский, и который ставит государство как единственный институт, неважно там освобождение рабочего класса или формирование нации, государственничество. Мы просто иногда путаемся в этих трех соснах: социализм, либерализм, там, понимаешь, и там иные какие-то концепции, анархизм, например. Да? Это все можно выкинуть к чертовой матери. Это все ярлыки из общества знания какого-нибудь 52 года, понимаешь? Это упрощение. Сталин же сам глубоко понимал эти вопросы, очень глубоко. Он это вел специально, потому что люди просто не понимали так, как он. Вот читаешь сталинские работы, видно, как он упрощает, понимаешь? Вот сам вот многие вопросы. Потому что просто сложно было объяснять людям. Реальной философии-то не было, реальной полемики не было. Сталин-то рос в реальной философской дискуссии до революции. Сталин-то никто не запрещал ошибаться, думать. Если он ошибался, Ильич придет, поправит, понимаешь, так, что, кажется, мало не покажется. А тут, как говорится, если ты ошибешься, тебе сразу пятнашечку и на тот свет. Поэтому не то, что ошибешься, а неправильно захочешь проинтерпретировать, что подчеркнуть ли, не то. Подчеркнуть не то, понимаешь? Вот. Поэтому, безусловно, ты прав. Фашизм — апологетизация государства. То есть нация и социальные противоречия преодолеваются в рамках сильного государства, формирующего единую нацию. Коммунизм, социализм, да, левый. Это значит государство как воплотитель интересов диктатуры пролетариата, как инструмент освобождения рабочего класса, который якобы отмирает. С какой-то стати вдруг бюрократия, которая только там обзавелась черными волгами и персональными дачами, возьмет да отомрет. Как мы видим, нет, она совершенно не отмерла, а превратилась как раз в олигархию. Мы их понимаем. По-человечески понять можно есть, кого угодно. Любую свинью, которая, как говорится, под дубом вековым у дуба корни подрывать стала. По-человечески можно понять все, что угодно. А есть социализм совсем другой, именно вот идущий от Прудона. Как альтернатива Маркса. От Прудона, Бакунина, это не обязательно анархия, как мать предка, это именно федерализм, это именно организация через коммуны, привязка к реальной земле. Свобода, справедливость встают, не спосылаются сверху партийными секретарями, которые там выходят там, в бобровых шапках. Сначала в кожаных тужурках слезают там с гнедого жеребца, там шашку в ножны и говорит: ребята там, нас там город-сад через 4 года будет все. Ух ты, город-сад будет, отлично. А как он будет? Для этого, ребята, вы должны уйти из вашего отсталого села, стать трудовой армией и 4 года пахать, роя котлованы для города-сада. И что, потом будет счастье? Да, потом будет счастье. Потом, когда ребята через 4 года выжившие спросят: а счастье-то где? Говорят: да надо еще работать, чтобы счастье было. Только секретарь уже приезжает не на гнедом жеребце, а на каком-нибудь Форде. Да, там, понимаешь, там такого 20-х годов, 30-х, да, из него выходит. А потом уже он приезжает, как вот Михалков, утомленных солнцем, на персональной машине и живет уже на Николиной горе. А потом приезжает на Черной Волге, там, а потом он уже сейчас на Аурусе. Но тот же партийный секретарь-то, просто он всегда как бы счастье обещает, а народ там все там скукоживается, внизу скукоживается, вымирает, что-то еще живет, но народ... Ты знаешь, другая концепция, она всем другая. Народ говорит: да мы вот счастье тут у себя сами организуем, и постепенно как бы меняя внутри себя там отношения, справедливость выстраивая, будем идти к всеобщей модели как бы справедливости и свободы. Вот те две альтернативные модели социализма. Государственная и негосударственная. Это интересно, то, что ты говоришь про Ле Пена. Если он не апологет государства как главного вершителя судеб всего, нет, это любопытно. Он все время, вечный противник, во всяком случае, французского государства, как он его застал.
Вот. И самое главное, что он не сам по себе. Он как бы находится на линии, которая идет из очень глубины истории Франции. Конечно. Из конца 18-го, начала 19 века, когда огромные массы вот страны этой, я не скажу феодальной, а с очень архаичными древними традициями, наряду с модернистскими традициями, которые жили в больших городах, цивилизация французская, не вписались в тот глобальный поворот, который ознаменовал собой создание буржуазного государства вот во Франции 19 Конфликт, века. можно сказать, протоконфликт централистского государства и федерализма – это Вандея. Вандея все Да, часто да, да. приводят, вот они там монархисты-католики, а тут там же такие демократы и кабинцы, атеисты, там великое Это во время существо. французской революции, да, это отражение такого конфликта. Жесточайший. Но это конфликт фактически, который сопровождает И всю потом в историю. 19 веке, уже, казалось бы, никакой Вандеи нету, середина, конец 19 века. Новая буржуазная Франция, ну скажем, не буржуазная, а вот эта вот прогрессистская Франция, она порождала все новые и новые идеи государственного устройства, экономики, социальных структур. И всегда находились группы населения, которые у них не вписывались. И эти группы населения всегда и в 19 веке создавали политические силы и движения, которые аккумулировали их настроение. Так вот, Ле Пен со своим национальным фронтом, он не случайное явление, он в цепи этих и улавливал те шедшие снизу, может быть, от провинциальных простых обывателей, которые не вписывались уже в те повороты, которые французское общество совершало в 20 веке. Понятно. Ну, в общем, Он не случайный человек. Трагическая история русской революции показывает всю трагедию борьбы мысли и веры людей в освобождение человека, в свободу и справедливость. Русские социалисты, марксисты, государственники, анархисты, антигосударственники, коммунитаристы, эсеры, народники, федералисты. Три направления, которое возглавлялось и которое двигалось людьми, безусловно, порядочными, честными, глубокими, которые верили в будущее и которые просто приняли разные концепции формирования этого будущего. Сегодня можем сказать, что все три этих направления потерпели историческое поражение, каждый по-своему. Но это поражение, оно совершенно разное. Если марксисты, на мой взгляд, потерпели поражение, вообще из которого выбраться им практически невозможно, потому что они довели до логического постоянства. Они одержали победу в гражданской войне. Это было первым просто. Маркс и Энгельс говорили, после революции будет гражданская война, в которой надо держать победу. Есть, сделали. Потом будет обязательно интервенция. Нацистской Германии есть, сделали, одержали победу. А потом вдруг и все. И все как бы самоликвидировалось само по себе. Почему? Потому что, на мой взгляд, дошли просто до предела. Дошли до того конечного вопроса, на который Бакунин задал Марксу. Ну вот у тебя правящая элита, да? А как образом пролетариат будет осуществлять контроль за этой правящей элитой? Сталин пытался решить этот вопрос. Сталин пытался этот вопрос решить с помощью террора. Террор над правящей элитой. Это был сталинский ответ, на мой взгляд, на бакунинский вопрос. Он же террор не от имени Ежова был, а от имени народа. Они назывались врагами народа. Но элита ему ответила. Это была калька... Нет, это все-таки версия Авторханова об отравлении Сталина. Она вполне вероятна, я так вот скажу, но не 100%. Ну, во всяком случае, его Но, по идеи крайней мере, она не поддержала. Сталинский террор, это был террор от имени народа против тех, кто становился новым классом эксплуататоров. Советская партбюрократия. Тоже противоречие внутри самих себя. Небольшое. О котором Бакунин предупреждал Маркса. Да. Это противоречие не с неба упало. Да. Оно на протяжении, по крайней мере, прошедших там 70 лет, 60-е годы была эта полемика Бакунина и Маркса, 19 века, оно существовало и подробно было все пережевано. Все, вот марксистская вот эта вещь, она дошла просто до предела. Создали государство, единое, госплан, централизованная экономика и ни хрена. И все это к чертовой матери рухнуло не за какой-то внешней агрессии или поражение, просто вот пальцем ткнули, рухнуло. Остаются еще две остальные версии социализма. Народническая. Тут, конечно, проблема такая, что правящие элиты, подстраховываясь, вымаривают просто народ в России. Понимая прекрасно, что это угроза, просто опустошают огромные территории. Я считаю, что делать сознательно. Мне говорят, что нет, капитализм такой. Ну, почему-то капитализм это не делает во Франции. Почему не делает? Потому что во Франции вот сопротивляются. Национальный фронт сопротивляется справа. Меланшоновцы слева сопротивляются там, федерации. Да?
тоже федералисты, кстати, между прочим, политические федералисты во многом, сопротивляются. Здесь не сопротивляется, поэтому просто опустошаются Владимирская, Рязанская, Тверская, Смоленская области, которые когда-то были основой этого. А сейчас какие там федерации? Где там у тебя федерации будешь создавать? Не с кого там создавать федерации. Федеративное управление, те республики местные. Хотя я все равно считаю, вот я по Владимирской области поработал 2 года и вижу, что на местах люди все равно тянутся к свободе и справедливости, тянутся. Анархические идеи тоже, как говорится, это самое сложное, поскольку это связано с этическим развитием людей. Марксизм, я считаю, конечно, выдающимся политическим движением, но он вот дошел до своего логического предела, дошел до логического развития. В тот момент, когда государство должно было самоустраниться, оно самоустранилось. Европейских социалистов ты не считаешь марксистами? Не считаю, но они вполне бернштейнианцы, они вполне в рамках как бы социального государства, за его социальное усовершенствование. Бернштейн тоже был марксистом. Это как бы вот немецкая европейская социал-демократия наследует Бернштейна. То есть это как бы легальная, или Струва у нас был, да, такой же вот, легальное участие в демократии, буржуазной демократии. Все время подправляя как ее бы слева. внесение, да, слева социалистическими разными, там, ну, фактически усовершенствование социального государства. Я считаю, они тоже добились огромных результатов позитивных. Возникновение в Европе социального государства, это, конечно, результат деятельности социал-демократов европейских, которые... И это была их конечная цель. Они достигли. Большевики дошли до конечной предела. Европейская социал-демократия построила свой велосипед в виде европейского социального государства. А вот федералисты разного вида, от анархистов, которые, до народников, которые чисто русское явление, чисто русское, нигде не было народничества, кроме как в России, практически нигде. Народники могут, вот в какой-то мере их наследниками политическими являются боливарианцы Латинской Америки, Чавес и так далее, с этой ставкой, или команданты Маркес со ставкой, ну что ты улыбаешься, со ставкой на индейскую специфику. Вот Просто подумал, что далеко от нас. Ну, с одной стороны далеко, с другой стороны очень близко даже, потому что очень были тесные связи в 70-е годы, 80-е. Вот эта вот ставка на признание индейского самодостаточности и экономической, и культурной, это во многом как бы можно отнести и к традициям русского народа. Хотя я думаю, что мы часто недооцениваем влияние идей, рожденных в России. Очень сильно. Слушай, если у тебя мир, главный венесуэльский революционер 20-го года называется Недооцениваем. Ильич Рамирес Карлос в честь Ленина, то это значит, мы, как говорится, влияние очень сильное. Поэтому я думаю, что вот негосударственнические формы социализма вполне, как говорится, на повестке дня. Ну что Но ж, об этом поговорим в другой раз. да, на этой мажорной ноте мы сегодняшний интереснейший разговор, я думаю, зрители тоже получили наслаждение, закончим. Это был наш канал «Точка кипения», я его ведущий Эльмар Гусейнов и наш замечательный, дорогой, всегда желанный гость Максим Шевченко. Спасибо, Максим. Спасибо вам. До новых встреч, до свидания.